Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я предлагаю вам связать вот такой красивый джемпер оригинальным таким узором с листиками. Я бы назвала его блузой от японских дизайнеров. Красивая эта моделька. Очень простым узором с листиками и в то же время вертикальное вот это направление полосочек очень эффектно смотрится и дает такой эффект стройности. Я в последнее время стала вообще как бы вот к таким вертикальным узорчикам неравнодушна. Считаю, что они играют большую роль в формировании, так сказать, внешнего эстетического образа женщины. Визуально они стройнят фигуру. Давайте с вами, как всегда в нашем мастер-классе, обсудим вопросы с пряжей. Выбор пряжи у нас будет рассматриваться, спицы, естественно. Затем мы с вами обязательно рассмотрим выкройку, схему разберем, да, и начнем вязать образец узора. После этого мы определяем с вами плотность нашего образца, и я подробнейшим образом рассказываю, сколько петель набираем, как распределяем узоры, и по выкройке с вами делаем полную инструкцию, составляем по вязанию данной модели. На 5 размеров у нас будет составлена такая инструкция. Итак, мои хорошие, приступаем к выбору пряжи. Для вязания этого красивого топа я выбрала пряжу Газал Джинс, 50 грамм 170 метров, состав у нее 42% акрила, 58 хлопок. Вот такая интересная пряжа, хорошие скруточки. Я еще ее не предлагала ни для одного изделия, как бы я ее купила вот для пробы. И мне понравилось из нее вязать. Она очень похожа на Yarn Art Jeans. Вот, единственное, только чуть-чуть тоньше, да, мы вяжем спицами 3,5. И вот такой узорчик у нас лиственный получается. Довольно интересный узор, очень простой в вязании, всего 12 рядов в высоту используется. И, в общем, мне показался он довольно легким. Я бы его даже могла порекомендовать девочкам, которые только, учатся вязать, да. То есть реально узор простой. Приближаю вам, видите? Здесь некие вот эти вот элементы японского вязания используются. Вот такой вот элемент, узелок, научитесь вязать. Покажу вам в сегодняшнем мастер-классе. Вот. Ну и, соответственно, сам лиственничный этот узор вертикальной такой направленности. Я думаю, что он очень эффектно и зрительно стройнит смотрится. Давайте посмотрим с вами схему этого узорчика. Итак, схема узора у нас выглядит вот таким образом. Значит, 22 петли – это ширина раппорта и 12 рядов – высота раппорта. Конечно, довольно мутное все это дело выглядит, но мы с вами порядно свяжем каждый. Да, вот я приблизила, просто невыносимо смотреть, но пусть вас это не смущает, потому что мы с вами этот маленький узорчик свяжем порядно. И поэтому я думаю, что эта схема, собственно, не сыграет никакой роли. Там все очень просто и легко повторяется. Смотрим выкройку. Выкройка у нас очень четкая, хорошая, составлена на 5 размеров, получается. С коротким рукавчиком. Обычно классический вариант у нас используется джемпера, блузы, да. И, в общем-то, мы будем с вами сегодня составлять описание для размеров. Смотрите, 46, 48, 50 и 52, 54. Так. С этим все понятно. Девочки, размеры, конечно, здесь стоят мерочки. Такие средние мерочки, я бы сказала, на средние стандартную фигуру. Если у вас есть какие-то свои индивидуальные особенности, да, в фигуре, там широкие бедра или узкие плечики, да,
то обязательно корректируйте, вносите в эту выкройку корректировочки небольшие. И как изменить описание, немного подкорректировать петельки, я подробно рассказываю после того, как мы с вами определяем плотность вязания. Поэтому в конце видео подробный расчет, подробное мое изложение, как составить индивидуальное описание на тот или иной размер. Поэтому, пожалуйста, все для вас. И, конечно же, мое описание. Вот такое описание будет выложено под видео, девочки. Смотрите, у нас здесь размерчики я уже озвучила, пряжу вы уже посмотрели. Общий расход в зависимости от размера 350-400 грамм. Но вот сейчас я уже даже прям думаю, пожалуй, все-таки 400 напишу, потому что здесь 48 участвует, да? Но мало ли, вот так пусть будет. 400-500 грамм. Спицы 3,5. Плотность определяем в процессе вязания. Об этом не буду сейчас рассказывать. Описание вязания. Вот эти все попетельные выкладки и последовательность действий я, в принципе, излагаю после того, как мы с вами свяжем образец. И я вам объясняю, почему такое количество петель набираем, почему мы именно так располагаем наши узоры, да, откуда берутся вот эти дополнительные изнаночные. Все там подробно я рассказываю. Даже рисую схематично, как друг за другом располагаются раппорты. Вот. Я подробнейшим образом люблю рассматривать в своих мастер-классах, для чего мы применяем вертикальную плотность, показываю вам, как ее применить на практике. Очень полезные объяснения мои, я думаю, что они вам пригодятся. И для составления описаний вы научитесь на любую понравившуюся вам модель. Если вы захотите каким-то узором связать джемпер, то не обязательно брать уже готовую связанную модель, а можно фантазировать уже, применяя какие-то узоры, да, и самим делать расчеты вот эти. Сколько петелек приходится на горловину, сколько петелек на плечи, сколько у нас на пройму уходит, как мы их регулируем, как мы их закрываем, последовательность закрытия этих петель. Все я там, девочки, в принципе, вот здесь в описании рассказываю и показываю. Что такое скос рукава, как его сделать, расчет, тоже объясняю. Очень легко, в принципе, там все это дело. Поэтому почитайте это описание, не буду я вам сейчас тратить время в видео на все эти вот эти подробные зачитывания. Давайте начнем вязать образец. Итак, у нас с вами раппорт составляет 12 рядов, и мы будем вязать высоту и петельки. По ширине набираем 31 петлю, 22 петли это раппорт у нас составляет, 7 петель для симметрии слева добавляем и 2 кромочные, итого 31 петля. Набираем и вяжем с первого ряда узорчик. Итак, первый кромочный у нас, далее распределяем петельки, 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3. Опять 2 изнаночные. Затем 3 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид, лицевая, накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, лицевая, накид. И 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому я меняю петельки местами. Первые 2 у меня за работой, 3 поверх накидывается. И вяжу как 3 вместе лицевой. Вы, девочки, как привыкли, если вы тем более классическим способом вяжете, то для вас это еще проще будет. В общем, вяжите так, как вы привыкли. Вот эти вот элементы с наклонами, да, вправо, влево. Далее вяжем 2 изнаночные и 3 лицевые. 1, 2, 3, 2 изнаночные. Вот эти 7 петель кромочно вяжем изнаночные. Вот эти 7 петель мы вязали уже за раппортом. Они у нас идут для симметрии. Так, далее
второй и все четные ряды вяжутся, как смотрят петли, накиды провязываются изнаночными. Я показывать их не буду, вы самостоятельно это свяжете. Вяжем с вами третий ряд. Следующим образом. Значит, у нас вяжутся первые 2 изнаночные, а далее у нас узелок на 3 петлях, на 3 лицевых. Я третью петлю, девочки, вот так накидываю на первые 2. Видите? И скидываю. А вот эти петли, которые внутри остались, вяжу как лицевая, накид, лицевая. Вот такой вот элемент японского вязания. Очень ловкий. Далее 2 изнаночные. 3 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые. 1, 2. Накид. Лицевая, накид. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять накид. Лицевая. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так же, как и 3 вместе лицевой, я меняю петельки местами. У меня вторая поверх первой накидывается. Вяжу как 2 вместе лицевой. Связали раппорт узора. За раппортом 7 петель для симметрии вяжем. 2 изнаночные. Затем узелочек наш. Накидываю третью на первые 2 и вяжу лицевая, накид, лицевая. И далее 2 изнаночные. Кромочную мы тоже вяжем изнаночные. Связали. 4-й ряд, как смотрят петли, вяжем. Итак, у нас с вами 5-й ряд. Вяжем 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 изнаночные. И далее вяжем 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 1, 2, затем накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 и 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю петельки местами, в моем случае, как я привыкла. Первые 2 за работой, 3 поверх них вяжем все 3 вместе лицевой. Связали раппорт. За раппортом 7 петель для симметрии. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Связали. 7-й ряд. Смотрите, вяжем 2 изнаночные и узелочек наш. 3-я петля накидывается на первые 2, скидывается, вяжем лицевая, накид, лицевая. Далее 2 изнаночные, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Далее накид, лицевая, накид. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Опять накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. И 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я уже показывала, как я это делаю, поэтому я молча это делаю сейчас. Это связали мы с вами раппорт. За раппортом у нас 7 петель. 2 изнаночные, узелок, лицевая, накид, лицевая. И кромочные, 2 изнаночные, кромочную вяжем тоже изнаночные. Так, 9-й у нас с вами ряд. И вяжем. Значит, первые 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3. Опять 2 изнаночные. И вяжем узорчик наш. 3 вместе. Так, вот здесь как раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая, накид. Затем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 1, 2 и 3 вместе лицевой с наклоном вправо.
связали раппорт. За раппортом 7 петель для симметрии. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Связали. 11 ряд вяжем. Первые 2 изнаночные у нас. Раз, два. Затем узелок. Третью петлю накидываем на первые 2. И у нас вяжется лицевая, накид, лицевая. Опять 2 изнаночные. И вяжем наш листик. 3 вместе лицевой с наклоном влево. Затем 4 лицевые. Раз, 2, 3, 4. Накид, лицевая, накид. Затем 2 лицевые, накид, лицевая, накид, еще 1 лицевая и 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали раппорт. За раппортом вяжем 7 петель. 2 изнаночные, узелочек. Вяжем лицевая, накид, лицевая и 2 изнаночные. Кромочная у нас тоже изнаночная. 12 ряд вяжем, как смотрят петельки. И у нас раппорт повторяется с первого ряда. Так. Я сейчас тоже свяжу самостоятельно еще один раппортик для красоты, чтобы узорчик был поинтереснее смотрелся. Потом мы с вами сделаем влажную тепловую обработку нашего образца. И, в общем-то, плотность нам надо с вами расчет сделать плотности для дальнейшего построения описания. Делаем влажную тепловую обработку с помощью горячего пара утюгом. Отдаем и тянем в разные стороны энергично наш с вами связанный образец. Он становится таким податливым, влажненьким, хорошеньким. Очень так поддается растяжению. Сейчас мы его оставим в покое, вот так выпрямим его, и пусть он сохнет. Итак, теперь наша задача с вами измерить ширину и высоту образца. Смотрите, у нас 14,5 сантиметров получается ширина вместе с кромочной. Мы набирали 31 петлю, да? Давайте 31 поделим на 14,5 сантиметров. Получаем плотность 2,1. Это надо записать. Я пишу в 1 сантиметре, у меня получилось 2,1 петель умещается. Теперь по вертикали то же самое. Смотрите, неровный край у нас получается такой волнистый, поэтому я буду измерять вот по боковой части. У меня 16,5. И здесь 16,5. Так, и у меня здесь связано 3 раппорта в высоту, девочки, 3 раппорта. Это по 12 рядов, 36, да? 36 рядов. Еще разочек, 36, все-таки 16,5. И делим 36 на 16,5 сантиметров. Получаем 2, я бы округлила в сторону двоечки, 2,2 плотность по вертикали. Запишем в 1 сантиметре 2,2 ряда умещается. Итак, теперь эти цифры у нас будут основополагающими при дальнейших расчетах. Сейчас смотрим выкройку. Вот такую выкройку, девочки, я хочу вам представить. Значит, у нас в сегодняшнем мастер-классе будет описание для 6 размеров. Нет, получается 5 размеров. Первый размер 46-48, второй 50 и 52-54. То есть вот 5 размеров. И я уже начала считать петельки. Смотрите, на первый размер у нас 51 сантиметр. То есть я пишу 46-48 размер. Это будет 51 сантиметр ширина переда и спинки. 51 мы с вами умножим на
нашу с вами плотность, которую мы определили по горизонтали 2,1 на 2,1. Получим 107 петель. Запишем. Второй размерчик у нас с вами идет 50 размер. И у нас с вами будет ширина спинки. Будет 57 сантиметров. И мы 57 умножим на 2,1. Получим плотность. Получим вот 119 петель. Так. И третий размерчик 52-54. У меня 60 сантиметров ширина. 60 умножаем также на 2,1 плотность. Получим 126. Я написала 125 петель, потому что надо, чтобы было нечетное число. Так, и теперь распределяем узоры. Еще раз обращаю ваше внимание, 22 петли у нас в раппорте, и нам надо, чтобы было целое число раппортов для красоты. И симметрично, чтобы их расположить. Для этого мы с вами берем наши петельки, только что рассчитаны, вот 107 петель для первого размера, делим на число петель в раппорте, 22. Получаем целый раппорт 4. Давайте нарисуем 4. Вот так, представьте, что это ваш наборный ряд. 4 раппорта располагаем по центру. Раз, два, три, 4. Каждый раппорт 22 петли в себя вмещает. Помните, мы с вами вязали по схеме 7 петель слева для симметрии. Также и здесь крайне левые петли уделяем 7 петель тоже. Также по схеме эти же самые петли, девочки. То есть смотрите, как получается. Начинаем вязать подряд 4 раппорта, и слева последние петли, это у нас будут петли для симметрии. Соответственно, кромочная справа, кромочная слева. Теперь считаем, сколько же у нас в этом основном петельном, как говорится, составе петель. Получается 22 умножить на 4, это 88 петель, плюс 7 петель для симметрии и 2 кромочные. Итак, 97 петель у нас с вами сейчас уже задействовано. И нам с вами не хватает, а у нас 107, 10 петель. Устно считаем. 10 петель. Предлагаю по 5 изнаночных справа и слева включить. Симметрично. Вот таким образом располагаются, предлагаю расположить наши узоры. По центру и симметрично справа. Крайне правый и крайне левый изнаночный. Соответственно, еще есть кромочные. Итого получим всего 107 петель. Вот. Так, теперь давайте для другого размера, второго, точно так же поступим. У нас 119 петель. Поделим на 22 петли число петель в раппорте. Получим 5 раппортов. 5 умножим на 22. 110 петель. Добавляем 7 петель для симметрии и добавляем 2 кромочные. У нас с вами четко умещается 119 петель. То же самое, что мы с вами и в расчете. То есть здесь у нас четко 5 раппортов плюс 7 петель для симметрии и 2 кромочные. Итого 119 петель без добавок всяких там изнаночных. Да? И третий размерчик. 125 петелек у нас. И давайте также 125 поделим на 22 петли. Получим 5 раппортов целых. И тут сейчас будем добавлять с вами изнаночные. Давайте воспользуемся тем, что у нас 5 целых раппортов. Четко это 119 петель. Сколько петель не достает? 125 отнять 119. Получаем 6 петель. 6 петель нам надо добавить. Ну, конечно же, добавим изнаночные петли. То есть 3 петли справа и 3 петли слева изнаночные. Схематично это будет вот так выглядеть. Смотрите. 5 раппортов подряд. Раз, два, три, 4, 5. По 22 петли. Дальше у нас идут с вами 7 петель для симметрии. С левой стороны. Кромочные, соответственно, справа и слева. И 3 изнаночные справа, крайне правые, и 3 изнаночные, крайне левые. Вот. Вот такой получился набор. Итого 125 петель получилось. Это на третьи 2 размера. Так.
Хорошо. Теперь остается нам определиться, сколько на пройму. Глубина проймы у нас 5 сантиметров. И мы с вами эти 5 сантиметров также умножаем на плотность 2,1. Получаем 10,5 петель. Можно сделать 11 петель, можно оставить 10 петель, девочки. Ну, давайте, чтобы легче считать, оставим 10 петель. А там вы сами, например, если у вас большой размер, возьмите 11 петель, да, пройму. Я буду 10 писать на все размеры. Так, по вырезу горловины тоже считаем. Ну, каким образом я считала? Ну вот смотрите, 10,5 у нас стоит ширина, это половинчатый размер умножить на 2, то есть 21 сантиметр. Вот также я умножил на плотность 2,1. Ого, как 44 аж. То есть надо взять 43, чтобы нечетное было. То есть смотрите, для большого размера мы возьмем 43 петли. Вот. А для маленького размера, я думаю, что 41 петлю возьмем. Для первых двух размеров будет 41, а для третьего 43 петли. И, соответственно, пересчитываем, сколько петелек идет на плечи. Ой, да, на плечи. У нас 2 плеча. Для этого мы из 107, вот первый размер, из общего количества петель вычитаем 20 петель проймы, у нас их 2 по 10, да, и вычитаем вырез горловины 41 петля. Получаем 46 петель. И делим на 2, то есть на каждое плечо по 23 петли. Запишем 23 петли. Второй размер у нас идет также 119, отнять 20 петель пройма и 41 петля вырез горловины, 58 на 2 плеча петелек и делим на 2, на каждое плечо 29 петель. Запишем. И у нас с вами остается еще один размерчик. 125 петель отнять 43 петли вырез горловины и 20 пройма. Получим 62 петли, поделим на 2. На каждое плечо 31 петля приходится. Если вы сделаете, значит, на больший размер, девочки, вырез проймы побольше, там на одну петлю, сделайте поглубже. Мне кажется, это будет более интересно смотреться. Ну, смотря, хотя, да, смотря у кого какие плечи. У кого-то плечи могут быть широкие, да, а у кого-то узкие. То есть здесь вот надо тоже индивидуально подходить. Пожалуйста, свои мерочки здесь отрегулируйте, то есть посчитайте, сколько вам нужно, чтобы у вас была длина плеча, да, на ваш индивидуальную мерку. И, соответственно, столько же сделайте пройму, глубину. Так, давайте теперь с вами перейдем на рукав. Рукавчик, я уже посчитал, 57 петелечек у нас по низу, у нас короткий рукавчик. У нас будет с вами участвовать 2 раппорта. Смотрите, как будет располагаться петли. То есть 44 петли плюс 7 для симметрии. И плюс 2 кромочные. Это 53 петли, задействованы в узоре. Для рукава рисую 2 раппорта по 22 петли. 7 петель слева для симметрии. 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. И добавляем с вами 4 петли, то есть 2 изнаночные справа и 2 изнаночные слева. Вот так у нас будут с вами распределяться узоры на рукав. То есть я пишу, это рукав. 2 раппорта. И все петли, которые вы будете по скосу прибавлять, включайте их в изнаночную гладь. Да, то есть вяжем их изнаночные. Сейчас наша задача посчитать скос. Но для того, чтобы его посчитать, надо определить, сколько петелек у нас идет с самой широкой части рукавчика. Вот здесь. Видите, размеры стоят. Мы также с помощью плотности по горизонтали считаем. Вот у нас стоит размер 18,5. Это половинчатый размер рукава умножить на 2 и на плотность 2,1. Получаем 77 петель. Аналогично я посчитала для других размеров. У меня получилось 81 петля и 87. А теперь вычитаем из большего числа меньше по низу петли. Да? То есть 77, вот можно посчитать устно.
для первого размера 77, отнять 57 по низу, получается 20 петель, да? То есть на каждый скос, у нас их 2 будет, по 10 петель будет прибавки идти. Их надо равномерно распределить, прибавки, поэтому мы будем сейчас с вами обращаться к вертикальной плотности. Я расскажу, что это такое. Смотрите, у нас с вами от планки, которая будет резиночкой 1 на 1 вязаться, до оката стоит мерочка 9 сантиметров. Мы с вами эти 9 сантиметров умножаем на нашу вертикальную плотность 2,2 ряда в 1 сантиметре. Да? 9 умножаем на 2,2. Получается вот такая величина 20 рядов. Ну, мы, конечно, в сторону округляем увеличение. 20 рядов. И теперь мы с вами наши 10 петель по скосу, то есть мы 20 рядов поделим на 10 петель, которые надо прибавить. И получим в каждом втором ряду делать прибавочки. Да? Аналогично поступаем для других размеров. Вот у меня для других размеров по скосу, значит, для второго размера 12 петель, для третьего 15 петель. Вот меня интересует сейчас для третьего размера. Смотрите, у нас 20 рядов, а прибавить надо 15 петель по скосу. То есть я 20 поделила на 15, у меня получилась такая величина 1,3. Ну, при таком раскладе, девочки, получается, прибавки нужно делать практически в каждом ряду. Вот так вот. По одной петле справа, по одной петле слева крайней. Да? Вот таким образом получится у нас расклад такой. Так, все это будет в описании выложено подробно, как скос как его формировать. Я думаю, тут у вас не составит вопросов. Окат. Окат я не расписываю, даю вам ссылку, как его связать либо по выкройке в натуральную величину, либо вы делаете теоретические расчеты, как их сделать правильно, научиться, чтобы применять для других размеров. Вот знаете, вот не люблю я вот эти вот детальные. Я буду сейчас очень долго уделять этому внимание. Вы сами посчитайте, там очень легко. Там схематично делим на 3 части наш окат. Вот, в первой части у нас идет закрытие петель такие же, как по пройме, да, потом идет по одной петле в каждом втором ряду, потом идут по 2 петли, несколько раз там повторяется в каждом тоже втором ряду. И вот здесь самая пологая часть, там уже по 3 петли у нас убавочки идут справа и слева. И заканчивается все закрытием приблизительно 15-17 петелечек. Одновременно заканчивается, да, то есть на той самой высоте, которую мы с вами определяем для нашего рукава. И эту высоту надо перевести в ряды. В нашем случае, смотрите, окат у нас в высоту идет 13,5 сантиметров и 11,5 сантиметров идет до оката. Видите, мерки. Итого получается в сумме 25 сантиметров. Вот эти 25 сантиметров надо умножить на плотность по вертикали 2,2, и мы получим с вами 55 рядов. То есть наш рукав с вами должен быть 55 рядов в длину. Ну, 56 там, удобно так. И затем мы закрываем оставшиеся петли. Это все будет в описании сказано. То же самое хотела бы я вам сказать про вертикальную плотность. Применяйте ее и по спинке, и по переду. Обязательно. Все вертикальные вот эти мерки переводите в ряды, девочки. Это делается для того, чтобы после стирки изделие не вытянулось и не стало длиннее, чем мы хотели бы. Понимаете? Для этого мы заранее вяжем образец, его тянем, видели, энергично, да? И потом, когда оно высыхает, оно принимает ту самую форму, которая нам будет и нужна. То есть по ней мы будем ориентироваться. Мы будем знать, что наше связанное изделие после стирки примет вот ту самую форму, те самые сантиметры, которые мы уже заранее рассчитали. Понимаете? То есть смотрите, если у меня стоит мерка вот на выкройке 53,5 сантиметра, то мы эту мерочку с вами переводим в ряды. 53,5 я умножаю на нашу вертикальную плотность 2,2. И получаю вот 118 рядов. Вот наше изделие до выреза горловины переда 118 рядов. На этой высоте от начала вязания до выреза горловины переда мы будем с вами начнем формировать вырез горловины. Понимаете? То есть и вот эти мерки также обязательно не игнорируйте вертикальную плотность. Ну а все описание
подробно я выложу под видео для вашего удобства. Вот. Желаю вам удачи. Надеюсь, мое объяснение было доступным, понятным, и которое вам, в принципе, эти несложные формулы пригодятся для расчета любого другого изделия. То есть другой узор, другие спицы, другая плотность, другая пряжа. Но вы, зная вот эту технологию расчета, сможете индивидуально рассчитать для себя любое изделие вязаное. К тому же мерочки тоже слепо не доверяйте вот этим размерчикам. У нас фигуры у всех разные, у кого-то плечи узкие, у кого-то очень бедра широкие. То есть обязательно свои мерочки, девочки, здесь сверяйтесь. И немножечко можно пересчитать с учетом плотности, да, петельки. Итак, до новых встреч. Я желаю вам успехов.